Увага! Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Я для всех людей с 24 февраля предатель Родины. У меня такой статус. Но это не война. Я не считаю, что это война. Мы не воюем, мы освобождаем. С моей стороны пришлось им сказать, вы поступаете сейчас как предатели. Я, например, хотел бы слышать от мамы, да, сынок, какой-то пи*** в мире происходит, будь аккуратен. Это, алло, фашист. Вынужденные меры или не вынужденные? Да там русскоязычное население. Зачем их сравняли с землей, ты не объясни. Причем тут, что для Донбасса сейчас это полезного от этого будет? Для нас что полезно? Ее убедить точно нельзя. Всегда найдутся дяденьки из телевизора, которые лучше знают, как влиять на людей. Ее же убедить невозможно. Она же не слушает, она же сразу выключается. Говорит, тогда я не буду с тобой общаться, мама, вообще. Я действия страны, в которой я живу, поддерживаю. И я просто писала родственникам из России, что вы допустили. Они мне с полной уверенностью говорили, да вот сейчас там по военным точечкам постреляем и опять дружить будем. Как можно дружить вот после такого? Я проснулась 24-го, у меня работа начиналась в 12. Сразу зашла смотреть новости, там в Телеграме или ВКонтакте, и вот было то, что спецоперация там на Украину. Я вообще офигела, я побежала в YouTube смотреть ролики. Блядь, их тут реально до хуя. Вот еще летят. Уже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Я почувствовала себя очень виноватой, потому что в тот же день у меня есть, просто знакомый мальчик на Украине. Он выложил историю, где горит его дом, и подписал: Ренат, смотри, что твоя армия сделала с моим домом. И я была тогда на приеме, принимала детей на работе в поликлинике. Я вышла в туалет, я это увидела, я начала плакать. И вот это чувство вины, и то, что я ничего не делала и не делаю. Да, я чувствую себя ответственной и виноватой за это до сих пор. Я послушала президента, то, что он сказал. И поняла, что, видимо, им виднее, как нужно поступать в такой ситуации, и согласилась с этим, что все, что они сделали правильно. 8 лет, бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами. Все напрасно. Тем более он сказал, что Великую Отечественную войну мы как бы опоздали начать сами, поверив тем, что нам обещали. А вот здесь мы не могли этого допустить, поэтому мы выступили первыми. Просто война, в моем понимании, это очень страшное явление. Я сразу же в первый день вышла с одиночным пикетом. Я причем весь день думала, делать или не делать, потому что я думаю, может, завтра. Потом я думаю, нет, надо именно сегодня это сделать, потому что если я сегодня промолчу, то я не смогу заснуть вообще. И я не буду чувствовать себя сегодня человеком. В общем, мы сколотили что-то вроде транспаранта. Я нарисовала на нем голубя, написала «Нет войне». Тогда еще можно было писать эти слова. И поехали на Лисью гору, в центр города. И установили. В комментариях в соцсетях, когда местные СМИ писали об этом, было очень много ужасного какого-то негатива. Мне люди лично писали, что там приедут ко мне, что-нибудь сделают со мной, что я там предатель Родины и все такое. Если честно, патриотизм зашкаливал. Вот честно.
состояние было поднятости. То есть я не думала о том, что это война, потому что все было понятно, для меня во всяком случае, что это не война, это вынужденная мера. Как потом уже сказал наш президент, я с ним согласна, когда начинается драка, бей первым. Мы были не удивлены, а наоборот за и до сих пор. У нас каждое утро начинается с Соловьева, вечер с Владимиром Соловьевым. Сегодня утром Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики во избежание жертв среди мирного населения. Об этом накануне официально попросили главы ДНР и ЛНР. Главная цель операции – демилитаризация и денацификация Украины. Вот их раздражает имперская гордость. Им кажется, что вот это все от имперской гордости. Это не так. Это от милосердия. Вы или бессердечные, или не знаете ничего ни о чем. Вот выбирайте, где вы находитесь. Наше милосердие будет беспощадным. Реклама. Мне очень понравилось, как наш президент с 24 февраля стратегию сделал вот эту стратегию по защите России и защите русского народа, что вот и руку помощи протянули мы, и, по крайней мере, наблюдая за всеми новостями, Украина, Киев бьет по мирному населению, а Россия, она только по вооруженным вот этим объектам. Зачем украинцам, если вот так как бы подумать, да, зачем им убивать собственное население? Ну, это геноцид. Просто геноцид. А геноцид кого? Если Украина убивает украинцев, получается, собственное население? Собственный народ, да. Вот от этого аж волос дыбом. Ну, они же и так же и подставляют вот Россию. Они же это делают именно так, как будто бы это все со стороны России происходит. Ну, одним словом, бандеровцы, они, по-моему, испокон веков так и были, бандеровцы. Им не жалко никого. Гибнут люди, и очень не знаю, мне очень стыдно, как русские солдаты вели себя там, на Украине ведут до сих пор. Потому что туда кого допускают? Пи***ю, которому лет 19, который сидел, играл в Counter-Strike, там, я не знаю, в CSGO, там, в Доту, его отправили в армию и тут же отправили на войну, да? Для него это компьютерная игра вживую. Ему пострелять по дому, как в GTA-шке, что, ему в кайф, правильно? В GTA-шке текстуры не рушились, а тут рушатся. О, как прикольно, да? Для него-то это все. Он смотрит в этот экран форточки, для него это как монитор. Только очень маленький. Вот. Поэтому я не приветствую здесь. Но я знаю и могу уверенным быть, что наши русские себя ведут очень недостойно. Чему меня научили в армии? Армия какая? Везде. Фотоотчет. Старшине надо, чтобы там трава была зеленая зимой, снег красят. Вот это, понимаешь, это как за***ть солдата. Только вот это армия, понимаешь? Мы производим некую денацификацию, и мне не совсем понятно, что это такое, зачем мы это делаем, и почему мы находимся в чужом доме и пытаемся там кого-то воспитывать. Украина всегда имела свой язык, свою культуру, которая подавлялась в течение советского периода, и вот они получили свою независимость, и, по-моему, вполне естественно, что страна хочет иметь свою национальную идентичность, свой язык как государственный, и в этом нет ничего странного. Я сейчас живу в Германии, и здесь никто не говорит по-русски почему-то. И почему-то меня это не возмущает. Да, я получаю документы и письма на немецком языке. Потому что я нахожусь в Германии. Я, наверное, не особо далеко в этом смысле от какой-то официальной точки зрения, которая существует. Мне близко определение, когда идет борьба с нацистской идеологией сейчас. Идеология, которая вот последние 8 больше лет промотировалась, активно развивалась на Украине, она вот по классике геббельсовской пропаганды позиционируется
То есть позиционируют украинцев как сверхнацию. Вообще мы на 24 число планировали, как обычно, пойти на работу. Вечером я собиралась отметить с подругой ее день рождения, но в нашей стране произошел русский мир. Русский мир, говоришь? Это уже почти рядом со мной. Десять минут назад. Вот, товарищи россияне, посмотрите, вот моя машина, вот мой дом. И вот это у нас не бомбят жилые дома. Вот прилетело. Харьков. Вот снаряд широнинцев. А вот жилые дома. Вон там мой дом между двух. Молодцы русские. Пидасы, блядь. Если говорить про ежедневный какой-то режим, то это как у всех, наверное, из убежища в дом, из дома в убежище. Плюс ко всему у нас первое время именно на нашем районе плохо работали сирены, поэтому вот ориентировались чисто по выстрелам, либо по телеграм-каналам, когда писали то, что Харьков тревога. Нам очень повезло по сравнению с другими районами с тем, что в нашем дворе было заброшено еще советское, кажется, убежище какое-то. Мы там себе немного обустроили наше жилище. Ночью мы там спали практически все время. Несмотря на холод дикий, мы укутывались во все, что могли. Там все подштанники, все футболки, кофты, шарфики. Вот. И так спали. Я люблю Украину, и я вырос там. Мое детство, моя юность там прошла. Но я люблю ту Украину, а не которая она потом стала. И я считаю, что, наверное, правильно, что Украина должна быть, во всяком случае, на какое-то время развооружена. Я, за то, чтобы Украина, по большей части, осталась целостной. Отдельные вопросы к ДНР, ЛНР и Крыму. То есть там люди сделали свой выбор. Они живут так давно. Они просто просят: оставьте нас в покое, мы будем жить спокойно. Вас не удивило, что Россия объявила операцию по освобождению Донбасса, но при этом войска вторглись в Украину со всех сторон? Да, честно говоря, для меня это было новостью, потому что я думал, что когда объявили, что войска зайдут на Украину, я думал, что они зайдут только на территорию ДНР, ЛНР и наведут там свои порядки и все. Там, наверное, сидят неглупые люди, они знают, у них есть какой-то план, наверное, стратегия. Зачем нужно было бомбить Харьков, где у вас живет сестра? Вот он к Донбассу вроде бы вообще не имеет отношения. Какая тут логика? Я думаю, что логика у России — большие города, то есть захватить, уничтожить объекты военной инфраструктуры, чтобы войска из того же Харькова не перебрасывались на Донбасс. Просто апокалипсис какой-то. Я ничего подобного в жизни не видел вживую. Я вам серьезно говорю, это шок. Понятное дело, что это война, и что, может быть, ракета наша прилететь может не туда. Я допускаю, что такое возможно. Вот такая спецоперация Путина на Донбассе, разбомблен Харьков, в котором никогда со времен Второй мировой не было войны. Страшно, когда ты слышишь, но ничего не видишь и не понимаешь, откуда летит, где приземлилась. Очень громко падает, и непонятно, рядом с тобой это упало, или что тебе что-то угрожает или нет именно вот в данную секунду. Было такое, что мы с парнем вечером были еще дома, готовили чай в термосах, и были слышны истребители и какие-то взрывы. Вот это было самое страшное. Понятное дело, в убежище мы бы уже не успели сбегать. И мы просто вот возле несущих стен, как были рекомендации, то, что возле несущих стен просто садитесь и молитесь, грубо говоря. Stop Russia! Stop the war!
Stop Russia, stop the war! Stop Russia, stop the war! Первый раз в жизни мне стыдно говорить, что я из России. Я каждый раз стараюсь добавить, я за Украину. Вот. И люди понимают, но все равно очень стыдно. В школе в параллельной группе учится девочка украинка, тоже израильтянка, но с Украины, да. Она несколько дней назад пришла специально на кухню в перерыве, чтобы сказать мне, что она меня не ненавидит. Я так благодарна за то, что она со мной обнимается, за то, что она пришла это сказала, за то, что вот мы как общаемся вот так вот. Это Катя, та самая Катя, которую я в школе встречала, которая сказала, что меня не ненавидит, и которую я не могу остановиться обнимать. Естественно, мы против войны, но мы не можем быть на стороне врага. Почему? Ну, потому что я здесь живу, это моя родина, это мои родители, мои руководители, мой президент. А вы голосовали за него на последних выборах? Не голосовала, потому что, ну вот он несколько раз вот он свои решения менял. Говорит одно, делает другое. Поэтому как-то вера, что ли, пропадает потихонечку. Хотя бы с этим пенсионным возрастом. Хотя бы с какими-то... Вот, например, я дитё войны, да? Почему нас ничем не отметят? Почему-то на нас внимания не обращают. Мы же в таком количестве уже, но небольшом остались в России, так ведь? Ничего, внутри страны-то ничего не делается в лучшую-то сторону. Почему тогда вы считаете, что надо поддерживать Путина в этой военной спецоперации, если вам в целом не нравится, как он управляет страной? Потому что вот я считаю, что Америка, она хочет чужими руками развалить обе страны. И Украину погубить, и Россию. Поэтому я поддерживаю, конечно, Путина. Надо защищать границы своей родины. У меня была депрессия, я перестала спать. Когда объявили, там, прошла информация, что он там еще и ядерной кнопкой там угрожает, тут просто, я просто плакать начала. Я думала, это там вот последний там концерт в моей жизни, вот я шла тогда на работу, и думаю, ну, наверное, больше ничего не будет. Разругалась со многими, неожиданно даже для себя. Ну, я так решила, что я не буду общаться с людьми, которые поддерживают это все. Потому что этот кошмар набирает обороты. Зигующих все больше и больше. Мы катимся в какой-то рейх просто. Уже скатились. Перспективы туманные. Нас ждет катастрофа какая-то. Вот. Экономическая точно. Ну и человеческая, наверное, тоже. Мне так кажется. Понравилось? Я привык рассматривать все вопросы с позиции фактов, а не каких-то эмоциональных оценок. Ну, я долгое время работал на следствии, порядка 17 лет. Потом занимался частной юридической практикой, сейчас адвокат. И я бы назвал это с нашей стороны, со стороны нашей страны, вынужденными действиями защитными. Мы даем определенный отпор тем угрозам, которые возникли. Много ли в вашем оркестре противников войны? Ну, я у всех, конечно, не спрашивала. Мы стараемся как-то избегать этой темы. Но те люди, которые ко мне подходят, нас человек 10 из 85. Большинство занимает такую позицию, что идет информационная война, информация вся искажается. Давайте мы вообще не будем в этом участвовать и это обсуждать. Я вот сегодня послала коллеге по работе кадры из-под Киева. Вот это весь кошмар. Он мне написал: Галя, не сходи с ума. И все. Не сходи с ума.
Не надо это все. Им это все не надо. Вам вообще не страшно сейчас в России находиться? Конечно, страшно. Меня могут уволить, конечно. После интервью уволить могут. У нас тут Володин заявил, вы слышали, что всех бюджетников увольнять, которые не поддерживают войну. Почему вы тогда согласились говорить об этом? Я хочу что-то сделать. Я не могу больше сидеть и ничего не делать. Нам одиноко. Кажется, что все вокруг сошли с ума и зарисовались этой новой свастикой и заставили нас спрятаться где-то внутри самих себя. И в этом одиночестве мы остаемся один на один с невыносимым чувством вины. Это чувство несоразмерно человеку. Наше огромное государство творит чудовищные вещи, а мы поодиночке пропускаем все это через себя. Давайте сегодня обсудим, действительно ли мы настолько одиноки. Вообще мой день начинался 2 недели с того, что я просыпалась, смотрела видео на YouTube, плакала и шла на работу. И так было, наверное, 2 недели. И когда я пришла так на работу, мне сказали: а что ты плачешь? Там что, твои родственники живут? Я говорю: нет, но люди умирают. Как это 21 век? И они такие: ну это же не твои родственники, что вообще плакать? И я тоже на этом моменте расплакалась на работе, да. Это ваши коллеги-врачи, да? Да. Ну, то есть вообще тотальное непонимание какое-то, и как будто я осталась одна, и вот я схожу с ума потихоньку от того, что происходит, а всем остальным нормально, и у них ничего не происходит. Врач. Я как-то ходила на вызов к ребенку, и там у него вся семья плакала. И потом, когда мы с мамой разговорились, она сказала, что их знакомый поехал на Украину, его там убили, и теперь будут похороны. И мне стало так плохо опять. Я такая думаю: господи, это же моего возраста люди, они только начали жить, и их непонятно за что убивают там. Мы воюем с НАТО, я так понимаю, руками украинских военных, видимо. Зачем это нужно НАТО, как вы думаете? Для того, чтобы разделить наше государство на маленькие княжества и пользоваться нашими природными ресурсами. Вот вы как думаете, почему они с нами воюют? Они нам завидуют, они нас боятся. Почему хотят? Особенно меня поражает вот эта вот ненависть, которая проявилась везде и всюду против нас. Мы что, такая воинственная, агрессивная нация? Мне кажется, нет. А чему вот эти страны НАТО завидуют? Ну, во-первых, богатством, видимо, которых у нас неисчерпаемое на данный момент еще количество. Ну, мне кажется, и нашему народу, который все-таки мыслит несколько по-другому, чем Западная Европа и чем Америка. Не только какими-то материальными благами, а какими-то еще более ценностями духовными, может быть. Короче, духовные мы. Ну, мне кажется, да. Конечно, хотелось бы жить лучше, иметь более высокие зарплаты. Вот, допустим, работая в школе учителем. Конечно, мне кажется, могли бы мы жить лучше, если бы больше заботились о жителях, о народе своей страны. А не уходило все куда-то вот этим чиновникам и во все остальные какие-то организации. Война, кстати, тоже не дешевое занятие. Да, я понимаю, да. Война тоже не дешевое занятие. Видели, как теперь эти города выглядят? Их же как-то восстанавливать надо будет. Да, и, видимо, нам. Ну, я мужу сказала: поедешь восстанавливать в Мариуполь мосты. Но вы готовы к тому, что в результате этих военных действий жизнь ухудшится? И вообще, как вы к этому относитесь? Да, я к этому готова. Мы же пережили 90-е годы. Мне кажется, хуже, чем было в те 90-е, мне кажется, не может быть. Ну, сейчас получше, да? Ну да, гораздо лучше. Как только ты перестаешь топить, вода охлаждается, возвращается обратно, и дома опять становится холодно. Поэтому топить нужно безостановочно, 24 часа в сутки. Утомительно становится, особенно с возрастом. Хотя по дну Балтийского моря мимо нас идет газ в Европу. При всем при этом у нас же и горячей воды нет в городе. У нас же у всех бойлеры стоят. А тут с газом было бы еще и газовый бойлер бы грелся газом. То есть было бы очень много удобства. Непонятно, какой век в нашем городе. У харьковчан, у дончан, у луганчан и так далее, у большинства
людей с Востока или с Юго-Востока есть родственники в России. Это абсолютно всегда было нормально. И, соответственно, точно так же и сложилась моя семья. Мама русская, папа украинец. И вот так получилось, что мама поехала за папой в Мариуполь. В моей семье в основном всегда были пророссийские настроения. И в связи с этим у меня тоже в голове с детства заложилось то, что Россия хорошая, Россию надо любить. Вот мы такие себе, а вот Россия хорошая. И поэтому, когда началась война 8 лет назад, меня родители оставили в Геленджике с тетей, чтобы я там училась и не видела всего этого в Мариуполе. Но мое мнение достаточно быстро поменялось, прочитав Конституцию и выйдя на улицу. Ты понимаешь, что есть некоторые расхождения в Конституции и в реальности. И поэтому было принято решение вернуться домой и строить здесь свою жизнь. Я ни разу не пожалела. Мне не страшно сейчас, вот, допустим, вернуться в Харьков и быть под бомбежкой. Мне страшно под русским флагом проснуться. Я не хочу этого. Сестра моя живет в Харькове, уже там 2 года с лишним, с молодым человеком живет. Вот. Она, то есть у нее радикальная позиция, что русские — это абсолютное зло, что есть диктатор, который сошел с ума. Каждый наш диалог обязательно происходит чаще всего с каким-то негативом. Вот. Конечно, это очень обидно, потому что это моя родная сестра, которой я очень много занимался. Она на украинской стороне. Хотя при всем при этом в 2014 году, когда начались боевые действия на территории Донбасса, мы сестру увезли на юг России, чтобы она заканчивала школу. То есть в наш город вошли войска, начали беспределить. Это наш город! Вали к себе в Киев! Танки руина! Сербам, а не единая Украина! Тебя взяли маленькую девочку в охапку и увезли в Россию, чтобы ты осталась жива, чтобы ты получала образование. Но для нее это не аргумент, она не помнит этого. То есть тут вопрос основной: кто первый применил армию против народа? Украина? Украина. Меня больше всего оттолкнуло от России это отсутствие свободы слова. То есть в 2019 году, когда я заканчивала школу, это уже проявлялось. То есть уже были разные какие-то мутные истории с Навальным. Уже тогда били дубинками и прочее. Потом смотрю в Конституцию. Вроде бы написано «демократия», но по пунктам подходит «автократия». И вот у меня уже было расхождение. То есть автократия, если коротко, это делай, что хочешь, но не лезь в политику. Так это ж вот так вот. Это ж вот Россия. Делай, что хочешь, не лезь только в политику. Не мешай нам. Мы тут сами разберемся. А в Украине не так? Абсолютно не так. Здесь вот Майдан, хочу сказать, его абсолютно неправильно преподносят в России. Да, мы пошли свергать власть, потому что Янукович, дурак, подписал не ту бумажку. А мы такого не хотим. Мы не хотим там таможенный союз с Россией. Мы хотим свой путь, у нас свой. Мы отдельная страна. Это ценность суверенитета, ценность свободы слова, ценность того, что у тебя действительно есть какие-то планы на будущее, а не то, что ты завтра ждешь очередной блокировки какой-то соцсетей или очередных репрессий, очередных палок в колеса в твой бизнес. Это и есть, наверное, главное преимущество жизни в Украине. Первые дни у меня была реакция просто именно вот
наверное, более такая активистская, что ли. Ну, вот просто транспаранты или что-то такое. Я сделала нашивку на пальто, тоже с надписью «Нет войне». За день до того, как ввели закон, вот я успела пройтись по городу. А сейчас я больше через искусство действую. То есть у меня, мне кажется, усложнились работы. И я очень рада, что я смогла прийти к такому состоянию, потому что первое время мне казалось, что я вообще не смогу работать больше никогда, что у меня вообще нет шанса на будущее. Но у меня были, естественно, первые недели какие-то прям очень плохие мысли о том, что почему я родилась здесь, за что. Но потом эти мысли прошли, потому что я поняла, что это вообще не полезные мысли. И мне просто нужно будет теперь работать вот с тем, что я имею, что я россиянка, я живу здесь, и я теперь буду еще больше пытаться показать, что здесь есть разные люди. Ну, потому что это важно, потому что мы не можем сказать, что вся Россия какая-то ужасная, да? Ну, нельзя сказать про всех людей, что мы какие-то орки, нецивилизованные люди и так далее. И сейчас будет очень сложно реабилитировать слово «россиянин», «россиянка». Но нужно попытаться это сделать. Попросила своих подписчиц и подписчиков написать, как на их языке будет слово «мир». Ну, то есть именно те народы, которые живут в России. И мне скинули большой список. То есть здесь, в центральной части, все эти слова, и просто крылья. Мариуполь смотришь, мертвый город. Я понимаю, что если бы всего этого мы не сделали, ведь мы действительно предупредили то, что у нас могли быть такие же города мертвые у нас в России. А на основании каких фактов строится эта уверенность? На новостных, скажем так. То есть, если мы смотрим «Россию-24», оттуда и подчерпывается информация. Получается так, которой я доверяю на 100%. То есть там планировалось, я, насколько помню, и Донбасс, и ближняя Ростовская, Белгородская области. То есть собиралась Украина напасть на Россию? Да. Я всегда верила Владимиру Владимировичу. И всегда всем говорила, вот тем, кто возмущался, там, что-то против него говорил, я рада, что у нас такой президент. Благодаря ему мы живем под мирным небом. У нас нет вот этих майданов, нет покрышек этих жженых. Мирного неба уже тоже нет, прямо скажем. В России, я имею в виду в России. То есть он и чеченскую войну. Сейчас солдаты гибнут в Украине. Это понятно, но это же контрактники, они идут туда, они знают, на что идут. Контрактники, которым по 18-20 лет, они там на срочной службе подписывают контракты, и уже очень много ребят погибло. Их же не заставляют подписывать. Вы думаете, их заставляют? Я не верю в такое. Но все началось с того, что когда мы голосовали за это обнуление Конституции, и к нам пришли с урной, мы с дочерью проголосовали против, а он за. Это был для нас такой первый шок. Потом по событиям в Беларуси он тоже мне стал говорить, что это Запад пытался там завоевать Белоруссию. Тут у меня был второй шок. В общем, он все время смотрит телевизор. А я сижу в интернете. Ну и мы как-то разошлись по разным комнатам. У нас так квартира позволяет. И каждый сидит своей жизнью, живет. Периодически у нас возникают стычки в коридорах и на кухнях. Ты не признаешь никаких Басната, никаких злодейств на Донбассе, совершенно не признаешь. И когда с этого начинается разговор, ты это все отрицаешь. А если отрицать нечего, так и надо. Пускай наших разбомбят. Вот твоя позиция. А ты считаешь, что это обоснование для того, чтобы убивать теперь мирных жителей? Наша позиция защищаться. От кого? От Мариуполя? Галь, что бесполезный разговор вести? Какой бесполезный? Город с землей сравнял. Кто? Да при чем здесь город? Как при чем? Это при чем? Опять 25, Галь.
Вынужденные меры или не вынужденные? Да там что мы будем русскоязычное спорить? население. Зачем их сравняли с землей, ты Галь, не ну объясни. ты При чем тут? фрагментарно. Что для Донбасса Вот сейчас это причины- полезного от этого будет? причинно-следственные Для нас связи. что полезного? Ну ты обобщенно не смотришь от начала до конца ситуацию. Тебе главное, чтобы тебя наехали. Мне главное, чтобы люди не погибали вообще. Да это все понятно. Что значит Кто все первый понятно? начал? Вот весь И вопрос. что? Ладно, давай закончим. Бесполезный разговор. Я ему что-то такое говорю, он начинает кричать. Я в ответ тоже пытаюсь его переорать. И в результате я срываю голос. Он не может разговаривать нормально. Он нашпигован как-то вот так вот всей этой энергетикой. Он сразу начинает кричать. И чем заканчиваются все эти ссоры? Да ничем, расходимся по разным комнатам. Ну, мы интеллигентные люди, не деремся же, конечно. Но нет. Последний раз уже у нас тут был конфликт, когда мы прям решили разъехаться. И пока он теперь против. Ну, в общем, у нас в такой стадии все перманентных сборов с нашей стороны. Мы вот уже все коробки тут сложили вещи, пока сидим, ждем. То есть война стала как бы последней каплей. Ну да. Я еще ему по белорусским событиям сказала, говорю, я бы выходил на митинг, а ты бы в меня стрелял. Вот ты на той стороне. Если она меня считает запропагандированным там вот с телеэкрана, ну, во всяком случае, там 17 лет работы на следствии, и потом в основном приходилось иметь дело с сложной информацией, которую пытались люди говорить и определять, почему она ложная, почему она не ложная. Ну, как бы все время приходилось, и опять же, отталкиваться от фактов. И разубеждать, например, Галю, распропагандировать ее в обратную сторону, мою жену, это очень тяжело, проблематично. Это процесс такой же долгий, как воссоединение Украины с Россией было. Он вообще импозантный мужчина, очень был тогда умный. Юрист, он следователь по особо важным преступлениям. Это была такая элита здесь. Она везде элита элиты в прокуратуре. Потом, конечно, все это было развалено, и он ушел оттуда. Работает на себя. Ну, как-то мы сначала были единомышленниками. Мы там читали Солженицына, я не знаю. А в последнее время он вдруг даже Сталина стал хвалить. Я в шоке вообще. Я говорю, где ты этого наслушался? Безобразие. Все там же, у Михалкова. Она несправедливость внутренних проблемы нашей страны, вот, о которых я тоже знаю там достаточно много, она их переносит на внешние, так сказать, факторы и считает, что если внутри у нас все плохо, то и снаружи точно так же себя ведут. Вот я ей, когда первый раз позвонила, с тех пор, как война началась, мы начали разговаривать, и я просто в шоке была от того, что моя мама вдруг начала мне рассказывать какие-то вот эти вот пропагандные сказки, да. Я говорю, мам, подожди, стоп, где ты вообще этого всего набралась? Она говорит, в телевизоре же говорят. Надо понимать, моя мама очень добрый человек, очень. Это, наверное, ее главное качество. Я тогда понять не могла, почему она разговаривает так же, как все вот эти вот безумцы. Сейчас я понимаю, что им промывали там мозги телевизором много-много лет. Я ей говорю, ну подожди, давай так. Тебя что, твоя власть никогда не обманывала? Тут она оживляется, снова становится моей нормальной мамой и такая говорит, да как не обманывали, врут на каждом шагу, ты чего? Пенсии сказали, пенсионный возраст сказали, пока я жив, пока я у власти, никогда не повысят. Повысили. Я говорю, так может быть тебе и по поводу этого тоже врут? Может быть это не спецоперация, а война? И там нет никаких нацистов и убивают обычных украинцев? Тут она снова превращается в этот вот говорящий ящик. У нее снова пропадает ее обычная, довольно такая, знаете, живая, нестандартная речь. И она снова говорит этими фразами, штампами. Я не могу идти против своей родины. Путин, наш отец, приемный, неприемный, какой он там. Мы его слушаем и подчиняемся. Хотелось бы лучше, конечно, жить. Но отец же тоже может ошибаться, даже если его так называть.
Ну да, конечно. Но дело в том, что вот сейчас очень расхожая фраза идет Сергея Бодрова. Я не знаю, натуральная она или придуманная уже, что когда идут такие действия, там что-то, действия какие-то происходят, никогда нельзя судить своих вышестоящих или родителей. А вот когда уже закончится все это действие, вам не угодно, вы можете высказывать свои мнения, и спорить, и там доказывать чего-то. А вообще это, конечно, страшно, то есть, что под флагами нацизма сейчас объединилась вся Европа, весь западный мир против России. Видите, Наташа противоположное все говорит. В центре, в прицеле, так сказать, никаких нацистов там всем нет. известно, что это немножечко, так сказать, не люди. Мы не знаем, мы не уделяем внимания того, что евреи служили нацистскому рейху. 4 человека были награждены высшими наградами. Да, были такие. Да, им записали просто другую, что они арийцы, хотя все знали, что они евреи. А вообще там десятки тысяч служили нацистскому рейху. Поэтому ничего здесь удивительного нет, что Коломойский исповедует нацизм, и Зеленский защищает и проводит нацистскую идеологию. Вот я целый день сижу на этом. С финансовыми операциями. И они все разводят руками и говорят, как же так? Все русское токсично. Я уже 22 года в психологии, веду тренинги, вот это вот все. Но именно вот в эту тему, вот, в секты там и так далее, я никогда глубоко не вникала. Вот, и я стала читать, и у меня просто глаза открылись. Это секта реальная. Это нарциссическое, классическое нарциссическое расщепление. Я вижу, что у россиян действительно, как у нации, именно самооценка очень низкая. Потому что, а с чего ей быть высокой? Россия живет в каком-то вранье, нищете, ее не уважает собственное правительство. Почему россияне должны уважать себя? И вот когда человек не обладает своим внутренним стержнем, внутренним достоинством, да, и вдруг ему кто-то говорит, ты на самом деле вообще крут, ты теперь целый спаситель Родины от фашизма. Только ты хороший, только ты святой, только ты спасешься и попадешь в рай, а они все злодеи, они хотят зла, поэтому, ну вот, понимаете, они теперь враги, все. То есть вот классика жанра, то, как людей вовлекают в секты. Все, сейчас начинается сегодня. Послушаем, что в мире творится. Владимир Путин подписал сегодня закон о признании ветеранами. Наблюдая за всеми новостями, просто видишь, и вот у меня, так как мы проживаем с отцом, он слепой, но не глухой, и также слушает новости, мы с ним обсуждаем их. У нас вот прям как прямым эфиром все, что существует, то показывают на этих федеральных каналах. Там посмотришь канал, там посмотришь, и вот пазлами складывается. И одно мнение, что руководит Украиной Америка. Я так понимаю, Россию обозлили по полной программе, да? Обозлили капитально. Я никогда не думал, что из-за пропаганды, которые показывают по русскому телевизору, что из-за каких-то новостей, я думал, мы только с дедушкой ругались по этому поводу. Ну, что он телевизор посмотрит, он добрый ходил, такой добрый идет, все вроде разговаривает с нами. Сядет телевизор, полчаса посмотрит, потом идет фашисты и на нас, на всех. Ну, видишь, Савелий утверждает, что все-таки с нашей стороны по мирному населению наши бьют. И попросил не смотреть телевизор и не верить ему. Скажи, сами не верьте. Здесь видно все, вон, досконально показывает. Прямую. Я тоже вот считаю, когда прямой эфир идет. Прямой эфир. Прямой эфир, да, его невозможно как-то... Исказить. Да. Да, попадайте, мирному населению достается. Вот я служил в 68-м в Словакии. Приказ был вообще нам не стрелять. Хуй, только шум шел, блядь. Пошли вы нахуй, нас будут бить, а мы будем смотреть, блядь. Ага, сейчас. Так жалко губить-то, мирное население. Да, конечно, жалко, пап. А куда денешься, если они там прячутся? Они же из этого же дома бьет, блядь. В тебя же. Он меня будет бить, я буду стоять, смотреть. Да нахуй мне укрался. Как в этажа нету, на другую сторону аж вынесет. И сколько по времени это заняло?
Ну, всю Чехословакию за 1,5 часа. Успокоили, да? Да. Дед, А, ты раньше на войне был? был. А? Немного был. У меня ребенок задал вопрос: мама, у нас война до нас не дойдет? Я давай успокаивать и объяснять. Я говорю, нет, мы далеко от этой войны, и мы не воюем, а мы, наоборот, защищаем народ, который начал против воевать нас, у себя же на своей земле, а наши солдаты нас защищают. В Украине много разрушено городов, много погибло мирного населения, дети погибли. Как вы к этому относитесь? Ой, это просто прям как ножом по сердцу. Вот это вот наблюдаешь, показывают кадры, прям аж просто слов нету. Это то, что вот у меня есть тоже несовершеннолетние дети, и просто в какой-то миг представляешь, что там это не тот ребенок, а свой ребенок. Это просто невыносимо даже пережить вот секундное мгновение. Это просто правда страшно. Кто их убивает? Ну вот, по моему мнению, что это прибывшие на Украину с Запада, которым обещали только деньги, и им не важно, кто перед тобой и в кого это попадет. Исключаете, что это может быть российская армия? Я очень это исключаю. Я в это даже и не поверю. Никогда. Ну, в первый же день, когда я вот позвонила маме и сказала про то, что ввели войска, ну, он сказал, Рената, я посмотрела телевизор, если бы сейчас не напали, то на нас бы напали. Вообще нас всю жизнь Запад унижает. Нам нельзя быть униженными, оскорбленными, надо показать свою силу. Как бы замечаешь, как будто бы люди уже мама под каким-то гипнозом и говорит мне просто слова, которые она услышала по телевизору. То есть сама она вроде до этого никогда не доходила в наших разговорах, у нас такого не было, что мы там униженные и оскорбленные живем всю жизнь. Я не стратег, поэтому я не знаю, до какого состояния нужно воевать, чтобы нашей стране жилось как бы спокойно, чтобы войска НАТО не стояли близко к нашей границе. Они же обещали близко к нашим границам не подходить. А теперь окружили нас практически со всех сторон. Ну так наоборот получилось, что после этой войны еще и Швеция с Финляндией попросились в НАТО, а раньше не были там и не собирались. Ну, они же только еще попросились, результат же мы не знаем, каким будет. Это похоже, что... Их примут, да? Ну да. Тоже вот интересно, как бы обратный эффект получился. Ну да, возможно, вы правы, эффект получился обратный. Думаете, Россия не может быть мирной страной и просто дружить с соседями? Очень хотелось бы, мне кажется, может Россия быть мирной страной? Ну а почему тогда на нас постоянно пытаются нападать? Вот я лично... Кто? Ну, Гитлер, Первая мировая война, Вторая мировая война. Это почему? Ну, за последние 30 лет после крушения Советского Союза кто-то пытался на нас напасть? За последние 30 лет, наверное, нет. Я за этот месяц похудела на 7 килограмм на всех этих волнениях и стала пить антидепрессанты, потому что так я хотя бы могу спать. И у меня появился аппетит снова. И я решила, что, наверное, месяц не буду общаться с мамой, потому что мне эмоционально очень сложно это вывозить. Потом я ей скинула какое-то сообщение про Бучу с фотографиями в Телеграме. Она написала, ты что, этому веришь? Я такая, ну да, фотографии, верю. И она мне, давай присылать там еще 4 видео, там Соловьев, все это подстроено, вот как снимали. Тут труп движется и еще что-то. Ну, эта стена
Мне кажется, эти люди, моя мама — это стена, которой невозможно ничего доказать, потому что они посмотрят еще раз телевизор и убедятся в том, что она права. Тем временем Киев делает все, чтобы попытаться дискредитировать наших военных. Вот кадры, которые Минобороны Украины рассылает как официальное видео по западным СМИ. Сняты в городе Буча в Киевской области. Они это называют доказательством того, что российские силы массово уничтожали мирных жителей. Но стоит внимательнее присмотреться, и становится понятно. Это очередной фейк, кадры постановочные. Я же вам сказала, я не склонна верить к тому, что это делают наши люди, что они, наши бойцы, что они расстреливают мирных жителей. Моя версия, что это все было постановочно. То есть это вообще не настоящие мертвые мирные жители? Нет, это настоящие мертвые мирные жители, мне так кажется. Но расстреляны они были, разложены, ну или, может, не разложены, может, они там на месте и были расстреляны националистами. И потом я слушала одного мужчину, он сказал, вы понимаете, видимо, стрелял снайпер, пристреливался. То есть вы думаете, что один снайпер больше 400 человек уложил? Не знаю, Андрей, что вам сказать. Ну, понимаете, я не знаю, что им могло не понравиться, что они расстреливали своих жителей. Ну, а нашим зачем это надо было бы? Вы не допускаете мысли, что это могли бы быть российские солдаты? Да, я не допускаю. Почему? Ну, тех российских солдат, которых я знаю, они не такие. Я все-таки рассматриваю модель, когда количество жертв, которую сейчас придется принести, оно будет меньше в случае, если мы откажемся противодействовать, Россия откажется противодействовать наступлению НАТО и вообще вот этой идеологической борьбы с Западом. Вы считаете, что цель оправдывает средства? Да. Безусловно, эта цель, потребовала очень серьезных средств, и именно поэтому это все очень долго организовывалось, откладывалось. Уже когда был этот явно ультиматум НАТО, ставился разграничение границ, то есть это очень сложное решение. Но да, к сожалению, наверное, можно считать, что здесь цель оправдывает средства. Убивать людей плохо. Все. Это как бы просто. Здесь даже нет ничего замысловатого во всей этой ситуации. И мне неинтересно знать, что там было в Ираке, в Сирии, в Афганистане. Если Петя из 5-го подъезда в прошлом году убил Васю, это не значит, что теперь можно весь подъезд до 16-го этажа убить. Не значит совершенно. Это просто значит то, что Петя сделал плохую вещь. Все, более ничего. Широкая дорога, теперь сама попробуй. И нет, я не могу сосуществовать рядом с кем-то, кто как бы допускает хотя бы там какую-то вероятность какого-то объяснения всему этому. Вернее, обоснования причин. У этого не может быть причин. Вот и все. Почему вы до сих пор не вернулись в Россию? Это продолжение. Сейчас это продолжение, собственно, нашего внутрисемейного конфликта. Я бы поехал с большой радостью и с удовольствием, потому что я вижу, что чисто экономически, несмотря на то, что сейчас идет большая просадка по всем параметрам по экономике, возможности для восстановления и ускорения в России будут существенно больше, чем здесь. И я не знаю, какие там будут результаты операции, какие результаты будут нашего внутрисемейного конфликта. Может быть, там достаточно серьезные. Но пока мы здесь, но ментально я уже давно выпилился отсюда. Мы очень хотели вернуться 3 года. Я очень скучала по Москве, прям рвалась обратно, и мне казалось, что как-то что-то не очень все это получается, и нужно возвращаться в Москву. А потом случился Навальный, и как-то мне стало уже тревожнее, и в какой-то момент я поняла, что я не хочу туда детей везти. Не хочу. А когда произошло вот это все, то стало понятно, что это даже не вопрос моих желаний, выбора или каких-то там... Это просто реальность теперешняя. Мы оказались внезапно в 1922 году. Когда мне пишут мои друзья, в первые дни, когда мы писали друг другу, я спрашивала, где вы, и мне отвечали,
Мы в Хельсинки, мы в Тбилиси, мы не знаем, что мы здесь будем делать. Ну вот, то есть это все настолько... Как сказала очень красиво Улицкая, мы попали в какую-то историческую рифму. Вот, и вот эта историческая рифма, она как бы все подвела черту, поставила все на место и как бы мое будущее определила. Смотрите, что происходит на Оболоне. Вся Оболонь, все мужчины собираются. Посмотрите, как все будет. Приходи, защищай свое государство Украины. Тот факт, что оружие раздали мирному населению, это неправда? В Киеве, например. Ну так там всеобщая мобилизация, да, раздали. Мобилизация. Давайте посмотрим на ситуацию с их стороны. На Украину напала другая страна, ввела туда войска. Если бы на Россию, на Белгородскую или Ростовскую область Украина двинула свои войска, как вы думаете, что бы было? Я не думаю, что всем бы раздали, всему гражданскому населению оружие. У нас для этого есть армия. Но если вы представьте, на нашу страну двинулась армия страны в численностью превосходящая в 3 раза. Ну, наверное, раздали бы всем. Мы такие монстры. Мы такие монстры. Я просто пытаюсь сейчас смотреть с 2 сторон. И я как раз пытаюсь понять, да, вот когда есть эти 2 стороны, что делать? То есть вот есть внутри семьи, есть взгляд Алисы и есть ваш. И это практически не пересекающиеся вселенные. У вас свое видение, у нее свое. Я тут даже не вижу, честно говоря, точек соприкосновения. Как быть в такой ситуации? И такая же ситуация с Украиной. Ну вот это вот Россия и Украина, да, это вот я и моя дочь, да? Типа того. И как быть? Воевать? Как быть? Как быть? Внутри семьи, мне кажется, легче решить конфликт. Ну, во всяком случае, в нашей. Папа у нас, ну, мой муж, он очень переживает за нее, но на контакт первый он не пойдет. Ну, такой человек. А старшая дочь у меня с зятем, они такие прямо патриоты. Тоже, да, они тяжело пережили то, что вот как-то с Алисой вот этот разрыв, но тоже они не идут на контакт. А я мама, и этим все сказано. Как родину не выбирают, так и мать не выбирают. У нас это не резко произошло, у нас уже в целом было такое, то есть все всегда понимали, что я, ну как-то в семье не без урода. Я человек, который как бы... У меня другое мнение, я, по мнению некоторых членов моей семьи, пропагандирую западные ценности. Хотя я пропагандирую только свои ценности на самом деле. То есть мы там, получается, не виделись 2 месяца примерно. У меня был день рождения, и мы даже в этот день не увиделись. То есть просто мама там поздравила меня дистанционно. Ну и сестра тоже, а остальные члены семьи меня не поздравили вообще. Папа не поздравил? Папа не поздравил, нет. С сестрой я вообще не вижусь. По словам моей племянницы, мне нельзя с ней общаться. Там больше муж как бы задает вот этот тон того, что со мной не нужно общаться. И, ну, я отрицательно влияю на ребенка, по их мнению. За руки возьмемся, братцы, заплетемся хороводом. Воспитнем слава роду, слава русскому народу. Ритмом музыки отдаться под простором неба. Мне все вспоминается Мариуполь, зеленый такой, весь весенний, летний, теплый, вот что-то такое. Там воспоминания бабушки, ну, родители вообще, ну, да, детство, можно сказать, там, друзья какие-то, школа. Просто когда я сейчас вижу то, что все это выжжено, это не передать словами, насколько это обидно. Это ж твой родной город. К сожалению, наши родители в Мариуполе без возможности выехать и я вообще, я не знаю, без возможности нормально жить, существовать. Поэтому мы с ними общаемся очень-очень редко. Насколько я знаю, у них там сейчас какая-то новый мобильный оператор. Вот, поэтому местные сим-карты уже не работают. Я видела лично фотографии с нашей улицы, там, где через 2 дома от моего упала
Опять же, то ли ракета, то ли бомба. И дома просто нет. Ну, я считаю, что мы это узнаем только со временем, стоило ли оно того. Чтобы Мариуполь стал русский, чтобы там висели русские флаги, вот мне эта идея близка. Но, конечно, обидно, когда твой город разрушают. То есть, и у меня в голове эта картинка складывалась немножко по-другому. Во многом благодаря украинским войскам Мариуполь разрушен. Во многом. И можно сказать, что у них не было выбора, но у них всегда был выбор сдаться, они могли сдаться, и как бы лишь, не было бы такого количества жертв, и они бы сами остались живы, и город остался бы жив. С братом такая ситуация, что я не думаю, что он любит Украину. Я не думаю, что у него есть хотя бы какая-то жалость к украинцам, потому что сам детство прожил в России, юность в Мариуполе, зрелость, скажем так, уже опять в России. И всегда у него было настроение такое, что Россия самая лучшая, и все. Когда у нас зашла эта тема с братом, то есть я ему присылаю, допустим, фотографии из Харькова, самые первые фотографии, когда вот только первая ракета упала в Харькове возле жилого дома, буквально там в метрах 4, наверное. Он пишет, не прям в дом же. Потом проходит несколько там часов или дней, не помню, я присылаю ему фотографию, где прям в дом, он мне говорит, а где написано, что это Россия именно сделала? То есть, понимаете, вот каждый мой факт какой-то, есть вот фотография банально. Нет, это не Россия. Честно, меня просто раздражает максимально твоя позиция о том, что русские хорошие, русские такие молодцы, когда наши родители находятся сейчас в таком состоянии, когда у них нет выбора, у них нет никакой возможности выехать. Почему? Потому что не прекращаются обстрелы. Ты можешь сколько угодно мне доказывать, что стреляют азовцы или типа СБУшники наши и так далее, ради бога. Но до 24 февраля, пока твоя страна не напала на мою, никто ни в кого не стрелял. Мы с тобой договорились на эту тему не разговаривать. Какого, Вика, ты опять эту хуйню мне начинаешь заливать? У нас с тобой одинаковая информация и доступ к информации одинаковый. Просто информационные порталы, на которых больше всего проводишь времени ты, мне они нахуй не нужны. Ровно так же, как и тебе мои. Поэтому и там информация может быть разная. Если мозгов не хватает это понять, то, чем я могу тебе помочь? Каждый наш диалог с какой-то желчью происходит, то есть она там может прислать видео какое-нибудь с оторванными ногами украинского солдата. Писала мне тоже такие вещи, что нравится тебе жить в стране, которая там напала на твоих родителей, которая, возможно, их убьет. Приятного мало, я вам скажу, когда ты от родных людей такое слышишь. Вот моей сестре было 12 лет, когда вошла в украинскую армию. Она говорит, я же маленькая была, я не помню. Мне 12 лет было. Так что теперь? Что-то поменялось? Этих боевых действий не было? Я понимаю, конечно, наверное, тяжело признать, что ты живешь в стране, которая сейчас подвергает опасности твою семью, твоих родителей, твою сестру, брата, бабушку. Возможно, это, скажем, не так уж и просто принять, но просто я думаю, что чем раньше ты это признаешь, тем быстрее ты сможешь помочь это остановить. А с братом такая история не проходит. Им наплевать, какой закон. Вот дети у меня за границей, и когда уже 24 февраля уже объявили военное положение, мои дети начали присылать мне видеосъемки с той стороны, что им показывают. У нас, наблюдая за происходящим по телевизору, я просто сразу же определила, что там идет вся наигранность. Вот там наигранность. И я даже подумала, что мои дети как будто загипнотизировались. Я даже сыну высылала присягу по WhatsApp, чтобы он немножечко очнулся от того, что он здесь и служил, и присягу давал. Но с моей стороны пришлось им сказать, вы поступаете сейчас как предатели. И было так обидно,
что после этого я обычно в храм хожу, как бы не без этого все-таки дети. И просила, чтобы у них разум открылся, в конце концов, глаза на все происходящее, так как он дал присягу. И если бы его призвали, я бы просто его, поддержала бы. Хотя вы знаете, что там гибнут наши ребята, да? Да. Я просто, как сказать, вот прям слово такое было бы сейчас подходящее. Я просто патриот своей страны. Я маме сказал про войну, что я не возьму автомат. Ты, говорит, в армии служил и присягу мне скинул. Говорит, я тебе хотела этим напомнить, что ты служил в русской армии, ты давал присягу, ты должен защищать Родину. Я говорю, от кого? От кого защищать ее? От кого? Я говорю, это от нее сейчас надо защищаться первым делом. Ты, говорю, смерти мне желаешь? Отправляй меня на войну. Я говорю, ладно, все. Потом еще там слово за слово закусились, и все. После этого вообще ко мне созванивались. Я, например, хотел бы слышать от мамы, да, блин, сынок, тут какой-то пи*** в мире происходит, будь аккуратен, никуда не лезь только. Сиди лучше дома, если кто-то агрессирует, лучше отойди, обойди сторону. Ну, так же будет правильнее, да? Нет, алло, фашист. Вообще неприятно. Вот так. И я была в такой ярости, когда трубку ложила. Мне говорят, и вот он будет на границе, и ты с оружием застрелишь. Я говорю, застрелю предателей. А потом потихоньку начала разбираться в этом всем. Это не для нас, не для меня как мамы, не для моего сына, как он сын. Всем хочется быть мирным населением. Мир во всем мире. Сейчас я прямо вот сижу и все это исследую. Уже написала вебинар о том, как вытаскивать людей вот из этого морока. Да? В основу этого вебинара легли как раз знания о том, как вытаскивать людей из секты. Мой сайт направлен скорее на женщин российских таких в возрасте, где очень простым языком, понятным, объясняю, развеиваю вот эти вот все мифы и про нацистов, и про то, что Украина напала бы на нас, если бы мы не напали на них, и про то, почему ООН бомбила Сербию, а нам нельзя. И, знаете, я еще хочу сказать такую вещь. Я с мамой, с тех пор, как я обнаружила, что она вообще верит в эту пропаганду, я с ней работаю. Аккуратно, не каждый день, спокойненько. И вы знаете, каждый раз к окончанию разговора она потихоньку начинает сдвигаться, она начинает сомневаться, она начинает говорить, а вот это. Потом через несколько дней я звоню, ее снова отбрасывает назад. Я снова и снова разговариваю. И потихоньку, маленько ее сознание начинает меняться. Похоже, технология работает. Вот. Технология, я прям учила, да, технология вытаскивания из секты. И вот я по ней прям следую. Она мне внушение делает, что вот так, что Путин не прав, что у меня там друзей полно, это трагедия. Я говорю, Наташ, я все понимаю, нам тоже жалко, мы точно так же плачем, как и ты, как и вы, как и эти украинцы. Смотрим, тоже с ними рыдаем. Вы с ней не ссоритесь, но спорите? Спорим. Что я это поддерживаю родину свою, поддерживаю ее все действия. А она говорит, что Путин убийца, и вот он и вторгается на чужую территорию. Дочери удается вас иногда переубедить или не получается? Нет, нет, конечно, нет. Почему? Потому что у меня свое мнение, у нее свое. Она уже не живет на России, мне кажется, ей до фени это Россия. Снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Все, ребята, пьем за жизнь. Давайте. Внучка в Киеве сказала, я ненавижу русских. Будем жить, будем здоровы. Ну что делать-то?
У каждого свои мозги, у каждого своя родина. Да. Ну вот. Она там живет, Там это все ее родина. переписали, всю историю, Да, и знаю. все учебники, и они учились так, вот и все. Да, у них такое воспитание. Вот так. Ой. В ненависти к русской. Да. Ой, ладно, давайте. Не будем Не об будем этом. о политике, ну и Не будем нафиг. обращать наш праздник. Да. Понимаете, вот если сейчас вся страна быстренько поверит, что действительно война, вы представляете, в какую огромную депрессивную яму рухнет эта страна. То есть сейчас люди, которые не хотят покупать эту пропаганду, нас меньшинство, и мы живем в огромном стыде, в огромном вине, в огромном ужасе, да. А теперь представьте, что обычные, там, миллионы обычных русских женщин упадут в эту яму, в такую же дыру. Это будет страшно. Когда опять насмотрелась фоток, мне было так плохо, я написала маме, что я не особо вижу смысла жить, и ради чего, что меня никто не поддерживает, и от нее нет никакой поддержки, и все это уже слишком далеко зашло, и я не понимаю, что делать. Вот. И то, что я чувствую бессилие. Ну и, короче, легла спать. С утра я просыпаюсь от мамы сообщения. Я беру билеты и вылетаю к тебе. Ну, я ей позвонила, говорю, мам, не надо вылетать. Я еще не самоубиваюсь. Прекрасная цитата Шульман, которую я смотрю, не надо, главное не самоубиваться раньше времени. Это то, что я говорю себе каждый день. Вот, я говорю, нет, мам, ладно, не надо вылетать. Если ты приедешь, я говорю, будет еще хуже. Мама такая, тогда увольняйся с работы, отчисляйся, приезжай, я буду тебя тут кормить, будешь жить дома. Я говорю, и что, мама, мы вообще с тобой там поссоримся в первый день, и я точно, говорю, вскроюсь там еще, когда зайду домой. Она, хороший человек, хорошая девочка, она в школе училась хорошо, не потому что вот я ее, допустим, заставляла учиться. В 10 классе я ей сказала, зачем тебе, дочь, золотая медаль, учись уже как... Сейчас я успокоюсь. И она сама захотела учиться на золотую медаль, сама старалась. Муж прав в том, что у нее обостренное чувство справедливости, может быть. И, вот как я сказала, у нее нет полутонов. У нее вот черное, белое, все. И по-другому она ничего не воспринимает. Венера Ивановна, почему вы расплакались? Она жива-здорова. Потому что какой-то больной вопрос. Понимаете, я все равно уеду жить на Запад. Кому же она на этом Западе будет нужна? Она настолько настроена против страны, что я этого даже, не понимаю. Поэтому я расстраиваюсь постоянно. Я думала, кстати, что я пойду гулять по Невскому. И я ей как-то гуляла и отправила ей видео, как человека берут за ноги, за руки и тащат в автозак. Я отправляю это видео маме, она такая, он, наверное, террорист. Я такая, говорю, нет, мам. Она такая, нет, это точно что-то с Америкой. И мне так, на самом деле, хотелось и хочется до сих пор пойти, просто выйти с плакатом, чтобы меня повязали, я не знаю, чтобы я отсидела эти сколько-то суток. Я не знаю, вот интересно, тогда мои там бабушка, мама поверят, что обычные люди просто не могут так жить или нет? Я просто не уверена, что после этого у нее откроются глаза. Я не знаю, я уже была готова к моменту, что я некоторое время не буду с ней общаться. Я хотела добавить ее в черный список, но у меня не поднялась рука, если честно. Понимаете, она еще сказала, что она не может нигде высказать свое мнение, не может выразить себя, поэтому она от этого очень сильно страдает. Почему я и согласилась пойти на интервью с вами. Пусть ребенок выскажется где-то, может, у него на душе станет легче, и как-то она
займется своими делами. Я ей так и сказала: занимайся повседневными делами, ходи на работу, тебе что, нечем заняться? Зачем во все это так тебе в твоем возрасте глубоко вникать? Мы просто перестали общаться, чтобы как-то не задевать друг друга. И я потихоньку наблюдала, да и, в общем-то, мир, он, как говорится, такой вокруг. Люди смотрят, видят. Мне преподносили часто о ней что-то. Бывало неприятно слушать. Один раз вообще сказали: у тебя дочь-то не посадили еще? Я не знаю, что они там где увидели, я не вдавалась в подробности. Что-то вроде пикета, что ли, она с плакатом где-то выходила. Это, естественно, видели. Меня очень воодушевляют истории про какие-нибудь глубинки русские, где, допустим, один человек на весь город что-то делает, протестует. Меня очень сильно это впечатляет, что по всей стране есть такие просто, не знаю, маячки, за которые я держусь, и которые дают надежду на то, что что-то еще может нас ждать более-менее светлое. У меня есть такой пункт: если мне будет угрожать уголовная ответственность, тогда я уеду. Потому что я буду полезнее где-то на свободе, мне кажется. Ты думаешь, она тебе еще не угрожает? Не знаю. Я хочу верить, что нет. Не знаю. Столько уже принято законов, что пространство свободы, оно уже настолько скукошилось, пятачок какой-то. Я пока на нем стою. И надеюсь простоять как можно дольше. То есть меня тоже это не обошло стороной. У меня тоже есть уже преследование за акцией «Женщина в черном». Там было, что я стояла возле детского центра «Мир». Вот у нас тут есть такой в городе. И с агитационным материалом «Розой». Мне тоже очень понравилось это. Агитационный материал «Роза». Вот. И на «Розе» была лента с надписью на 2 языках, на чувашском и татарском. Вот. И в переводе там надписи означают «Мы против войны». Это дискредитация вооруженных сил РФ. Первая часть статьи. И мне еще сказали, что это первый случай в городе, когда именно применяют вот эту статью новую. Вот здесь небольшие, чтобы вот это вот. Кто там? Придется открывать. Там кто-то звонит. Я босиком вышла. Не, сейчас уедем. Полиция. Не надо было открывать. Кыш-кыш. Официальное предупреждение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимое продолжение антиобщественного поведения. Это может быть все, что угодно. Лучше вообще ничего не комментировать. Вот честное слово. Да, видите, нам просто позаниматься нечем, мы ходим. Потому что, знаете, у нас, как участковым, как что-нибудь скажут, так я говорю, я никуда не поеду. Они говорят, поедешь. У нас обычно, когда такие вот мероприятия, 9 мая, выборы, боятся, что вдруг вы опять что-нибудь напишите. Создали группу у нас в управлении. И вот они сидят, все отслеживают вот эти вот во всех социальных сетях эти комментарии. То есть вы не одни, их сейчас будет очень-очень много. Так, давайте мы распишемся. И сейчас как только митинг, говорят митинг, мы сразу же бежим им вручаем. Ну все, давайте. Да, до свидания. Спасибо большое. До свидания. No comment. Я звоню адвокату. Когда это все началось, во мне 2 человека билось. Просто я дралась сама с собой. Один хотел приехать по заднице, нашлепать хорошенько ее ремешком, в угол поставить, дать ей историю нашу российскую, изучай, анализируй, приди к нормальному выводу. А другой хотел так ее обнять, мне ее так не хватало. Вот мы не общались, я не знаю сколько. Я даже и не заметила, сколько. У меня аж мурашки пошли по коже. Мне ее так не хватало, потому что мы при встрече, это обязательно у нас обнимашки.
целовашки. А тут бац, и отрезала. И вот эта вот вторая моя половина, она так хотела вот прям вот этим вот крылом ее накрыть, потому что я знаю, что она может пострадать. Я за нее это всегда переживала. Она всегда такой вот бунтарь у меня. Она то за экологию у нее там какие-то эти, не знаю, пикеты, не знаю, как это назвать. И в конце концов она сама тоже первая на контакт не идет. Я пошла на контакт сама, потому что я уже чувствую, так нельзя больше. Мы семья ведь. Это же, ну как так можно? Я не представляю, как вот тот, кто живет в Украине сейчас, да, и вот здесь, вот как они разошлись, бедные, они далеко друг от друга, они не понимают друг друга, у них нет возможности поговорить вот так вот, объяснить друг другу, ну, свою каждую точку зрения. Вот. А у меня есть такая возможность. Мы с ней поговорили. Сначала просто на расстоянии, по переписке. Потом мы договорились встретиться. Это было вот буквально неделю назад. Наверное, первую секунду, пока мы не обнялись, было такое: сейчас мне конец. Сейчас она меня там начнет орать или что-нибудь такое. Но нет, вообще абсолютно нормально поговорили. И что еще больше меня удивило, что она согласилась сниматься. Нельзя сказать про маму, что она типа за войну. Вот такую формулировку именно использовать. То есть мы с ней пришли к такому выводу, что мы обе за мир. И это очень странно. То есть и она за мир, и я за мир. Но у нас абсолютно разные представления об этом. И я через нее пытаюсь понять вот это вообще, ну, как вообще люди мыслят, вот, которые поддерживают это все. Но при этом, я не знаю, поймут меня или нет, но я для себя решила, что я не буду отказываться от мамы и переставать с ней общаться. Мы, да, можно сказать, в какой-то степени мы по разным углам. То есть из-за того, что у нас дети, нам в любом случае требуется взаимодействие определенное. Вот. Но перманентно там какой-либо радости от общения мы не испытываем сейчас. То есть мы там обеспечиваем базовое бытовое функционирование. Может быть, в режиме, может быть, не в режиме коммунальной квартиры, но каким-то образом в эту сторону. Если мы вдруг внезапно оказались в разных мирах, настолько не соприкасающихся, нам в этой как бы евклидовой геометрии какой смысл находиться? В чем смысл этого всего? Вот. Если два параллельных мира, они не соприкоснутся больше никогда и не будут жить ни бытовой, ни половой жизнью. Ну, нету никакого смысла в этом браке больше, и в этом сосуществовании. Ну, все, на чем строится существование там двух людей вместе, да? Какие-то эмоциональные связи. Они разрушены, их не может быть. Когда разрушен вот этот базис. Из окружения, из друзей, кто-то смотрит со стороны и говорит: разногласия по поводу политики — это же не так важно. Ну, не знаю, для меня это очень важно. Это просто глобальные жизненные ценности, на которых строится вся моя жизнь. Поэтому нет. Когда люди молчаливо ругаются, если так выразиться, ничего хорошего в этом нету. Она не считает меня единомышленником. Вот. Ну, я тоже не считаю ее единомышленницей. Но, опять же, отрекаться от своей точки зрения и соглашаться, ну, это вообще было бы глупо. Поэтому я предпочитаю просто молчать, уклоняясь от споров. Взгляды он пересматривать не собирается, и он так отмалчивается. Он вообще, у него такая тактика отмалчивания, он играет в молчанку. Как-то, чтобы в бытовуху все ушло, там вот, хлопочем по хозяйству, в общем. А вам наверняка говорят подруги, что сейчас нормального мужика не найти, что типа вот что-то пристало к его взглядам, есть мужик, сиди и радуйся. Говорят, да, говорят. И что вы отвечаете? Ну, мы пока настолько разошлись, что мы, совсем отдалились, как мужчина и женщина. Ну, сколько может так жить? Ну, 3 месяца,
4, что полгода, дальше что? Год. А зачем тогда жить вместе? Зачем? Завтракать вместе просто, что ли, на кухне? Что? Я не понимаю таких людей, которые вот просто живут там, как брат с сестрой, я не знаю, зачем это. Хотя у меня полно таких вокруг. Подруг и друзей полно. Ну нет, это не для меня. Ну а ваши ощущения? Есть у него шанс? У него шансы? Нет. Вы понимаете, моя мама, она же выживалец, она выжила во Вторую мировую войну, да, то есть она была эвакуирована из Крыма, она еврейка, да, их вывозили на этих 3 больших таких баржах. Вот одна баржа взорвалась, и она была очень маленькая, но она помнит вот эту, вот, знаете, вот красную воду, она помнит вот там тела, да, вот руки, ноги оторванные в воде плавающие. Она помнит, что на Урале их встретили с любовью, их кормили, делились с ними хлебом, да, хотя его было немного. И она прожила всю жизнь на Урале, она очень благодарна городу, где их приняли, очень благодарна заводу, на котором она проработала всю жизнь, России, которая помогла ей спастись, да. И для нее война – это худшее, что может быть. Фашизм – это худшее, что может быть. И Россия ее спасла. И для нее мысль о том, что Россия теперь на месте фашистов, она невыносима совершенно. Вот. И я ее понимаю. Вот, но в покое все равно не оставлю. Мы видим, что не встречают украинцы хлебом с солью российскую армию, которая их освобождает. Как вы думаете, почему? Во-первых, потому что это их родина, а во-вторых, они видят, что Россия не шикует, живет народ. Народ в России не шикует. Я не знаю, как они там, на каком уровне живут, но тут ничего завидного особенного в России нет, я думаю. Что тут может быть завидного-то? Вот взять курицу, например. Она где-то, месяца, может, 2 назад стоила 99-100. Сейчас 156. Это еще ничего. А вот Троекуровская уже 240. Ё-моё. Была около 100. В 2 раза подорожала. А вы видели, картошка, сколько? Лук 50. Ой, 50 картошка под 100. Что там говорит? Нет, вот недавно только лук был 22 рубля. А сейчас? Зиму, в прошлом году дорогой был, а нынче подскочил. Но это что, на каком основании? Лук, у нас что, лука нет? Сколько можно? Такие цены. Нам некогда, нам надо сейчас строить будет. Донбасс надо восстанавливать, Луганск надо. И беженцев кормить, поить. За счет нас. За счет нас. Ну почему? Потому что так сделают. Потому что мы всегда жизнь. Всех кормим, все входим, потом нам под зад коленом дают. Сейчас только это поняли. Мы летим. Нет, мы всегда это знали. Мы летим потом, приземлимся. Нас бьют, мы летаем. Да, нас пнут, мы летим. А сели опять снова за свое. Вот я такой. Видите, народ жалуется. Без конца. Я вот не представляю, как вот семьи кормить, если там 3 детишек, а еще и 5, если. Да что они едят-то? Картошку, и то 100 рублей картошка. Но с началом войны ваше отношение к Путину улучшилось, да? Нет, я все равно недовольна им правлением им. Олигархат вырос в разы, да ведь? Деньги куда-то все уходят за границу. Вот сейчас их поарестовывали там, так мы все довольны. Говорят, слава богу, ни нам, так и ни им не достанется. Уже зловредничаем. Вот. Когда можно было развивать свою страну за такой срок, да ведь, 20 лет, можно было из страны конфетку сделать. Первые 10 лет где-то мы восторгались им. Интервью дает, мы бежим все слушать, уши развешиваем. А потом уже вот последние года уже не стали даже слушать. Думаю, опять пошел нам лапшу вешать. Опять, опять обманет.
Конечно, народ им недоволен. Но когда Родина вас в опасности, как это пафосно говорится, тут уж не до жиру. Будем поддерживать его, чтобы он победил, чтобы на Россию уже, ну, если даже... Нам нельзя сейчас отступать, я так думаю. Заклюют же сразу. Надо идти до победного конца. Да, конечно. Мама просто боится принять эту реальность, в которой она, кажется, не права, как и многие люди, ей слишком больно. Но мне кажется, она просто хочет меня тоже спасти. Не думай так, все будет хорошо. Ну, а я уже не могу не думать так, я прозрела, я живу в этой реальности. Я не вижу тут ничего хорошего. Я не знаю, даже хотела бы я, чтобы мама в своем возрасте увидела эту реальность. Ну, нам в любом случае в нее придется окунуться рано или поздно, я думаю. Я даже не могу представить, как я еду домой в гости, потому что мне противно, лицемерно, мерзко ее позиция. А может быть, просто плюнуть на эти ваши убеждения и сделать вид, что ничего не было, просто ради того, чтобы как бы мама была спокойна? Нет, я не буду на это плевать. Если я это наплюю, я наплюю просто на себя, и тогда я точно вскроюсь. Ну, блин, я не могу так жить. Ну, я во что-то верю, я верю в людей, я очень люблю людей и детей. Я не хочу жить во лжи постоянно и притворяться, что все нормально, когда это не так. Здесь же два кота ходят, черные рыжие кошки в гости. Нет, что-то моего не видно. Да где-то спрятался, он же такой вот. Надеюсь, что найдется. Как дочка? Держится? О, жалко так. Сколько ему Парень было? вообще хороший. Сколько ему было лет? 22. Совсем молодой, да? Ну, он уже из Сирии прошел, это, у него же ордена, все это. Он же в Сирии был, это. Какой мужественный парень. Он мастер спорта по боксу, он это уже ходил в бассейн, занимался, он вообще спортсмен такой. Не пил, не курил, ничего. Да, тяжело. Очень тяжело. Ну, Первый да. человек, кто мне в душу упал. Ясно. Ну, он же контрактник на Украине, погиб. Ну, будущий зять, получается. Они не успели с его дочерью расписаться. Должны были заявление в ЗАГС подали, а он ушел воевать. И вот погиб. Я вот общей картины-то не вижу, я просто переживаю, страдаю из-за того, что гибнут мирные люди, гибнут дети, гибнут наши бойцы. И будучи матерью, я, конечно, очень за все за это переживаю. Не хуже своей дочери, не сплю, не ем, худею, как она сказала, из-за войны. Так может быть, если бы они туда не пошли, не начали эту военную операцию, все были бы живы? Ну, понимаете, об этом сейчас говорить уже поздно. Все должно быть доведено до какого-то логического окончания, наверное, чтобы было приемлемо и для нашей страны, чтобы раз уже это все началось, я считаю, что память тех, кто погиб, она будет как бы уничтожена тогда. Получается, они погибали ни за что. А вдруг так и есть? Ну, а вдруг так и есть, это очень горько и печально. Тогда будет. Невозможно доказать что-то человеку, который даже слушать не хочет. Нацисты у власти, этот киевский режим, они вообще... Что? Ты жил здесь. Твои родственники, причем самые близкие, они здесь живут. Ты где-то видел нацистов среди них? Ты видел свою сестру нацисткой? Ты видел, что у нас там, я не знаю, свастики дома висят? Понимаете, бред какой? То есть у меня вот это не укладывается в голове. Как можно спать нормально, когда ты ставишь свастику, ну, точнее, вот эту вот зигу себе на аватарку, а при этом вот эта зига сейчас, вот эти танки с этими зигами ездят по улицам моего города, по Мариуполю. Вот как? Я так понимаю, у него на аватарке Z, да? Ну, в Телеграме я увидела, да. Зла не хватает. Понятное дело, что мне тоже неприятно
общаться с человеком, который другой позиции. Но я могу нормально, адекватно относиться к его позиции, то есть и не желать ему смерти при этом и так далее. И не выкладывать сторис в Инстаграм, что я желаю смерти русским и так далее. А украинцы так делают. Много кто. Ну, может быть, у сестры такое состояние, потому что она почти месяц провела под обстрелами, а ее город бомбили россияне? Она напугана, она напугана. Плюс вокруг нее люди, которые, то есть, тебя формирует твое окружение. И люди, которые ее окружают, это молодежь из Харькова. Для них, по большей части, да, Россия враг. И когда человек не собирается в этом разбираться и просто «вы плохие, вы меня обидели», это абсолютно детская позиция, абсолютно детская и ни к чему не приводящая. Я отдаю себе отчет, что есть процент россиян, которые адекватны, которые понимают, что сейчас происходит, которые могут сложить 2 плюс 2, которые не верят пропаганде. Но есть люди, которые то ли жертвы стокгольмского синдрома, то ли просто им плевать на свою жизнь, я не знаю. Но я их ненавижу. Я с полной искренностью могу сказать что я ненавижу этих людей, которые поощряют это, которые дают медальки за убийство наших детей, за изнасилование наших женщин и изнасилование детей обоих полов. Я не считаю уже этих людей нашими братьями. Это что-то не то. Проходит вечность, полк бессмертный строем идет опять сражаться за страну. Погибших души с нашими сливаясь, волной скипают прямо в облака. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Слава нашим доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура!